Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, и как вы возможно знаете, тренд 20-литровых SFF корпусов, который задал некогда NR200, зашел многим, поскольку он позволяет запихать обычное крупное десктопное железо в маленький корпус и при этом сэкономить место на столе. Но NR200 канул в лету, и на его место пришли новые модели. Недавно мы уже смотрели на CH160 от Deepcool в таком же размере, а сегодня у меня на обзоре корпус, который, я думаю, останется в истории. Речь пойдет о компактном Jones BZ20, стоимость которого всего на 3000 рублей больше, чем у упомянутого CH160, и который уже пару недель как появился на полках Яндекс.Маркета. И да, тут кто-то скажет, что разница в цене достаточно существенная, но тут вы должны понять, что данные две модели, они по сути несравнимые и несоизмеримые по качеству своего изготовления и особенно по уровню своей продуманности. То есть это абсолютно разный уровень. Но давайте обо всем по порядку. Итак, Z20 имеет стекло с одного бока, перфорацию сверху и спереди, плюс перфорированную стенку сбоку на 4 болтах, которая сдвигается назад. И первое, что бросается в глаза, это толщина металла. У боковых панелей и задней части корпуса это 1-1,2 мм, верх и перед корпуса, а также ряд элементов конструкции порядка 2 мм. Самые тонкие места, днище и внутренняя перегородка, но даже там толщина с учетом краски порядка 1 мм, и это по современным меркам просто превосходно. Единственное, что расстраивает во всей этой истории, это фильтры, ибо тут это обычные сетки от мух и комаров. Однако справедливости ради нужно сказать, что есть они на всех поверхностях. Даже фильтр для заднего вентилятора положили в комплект. И что немаловажно, в отличие от CH160, данные фильтры можно вытащить в уже собранном ПК. Даже сверху, когда вы поставите вентилятор или радиатор, это хоть и не просто, но все-таки будет можно сделать. Нужно лишь продумать размещение и быстрое отключение проводки вентиляторов. Вот как-то так. Что касается передней панели, то она у данного корпуса абсолютно минималистична, имеет один USB 3.0 и, соответственно, один USB Type-C. Но мы идем дальше, ведь самое интересное ждет нас как раз таки внутри. Первая фишка — это кабель-канал. Тут инженеры Deepcool и Cooler Master скажут в одно горло: а что, так можно было, что ли? Да, друзья, можно, причем их тут два, один сверху над материнкой и второй вдоль переда корпуса, где располагается блок питания. Причем последний с предзакрепленными стяжками и глубиной аж в 2 с небольшим сантиметра. Но на этом не все, у корпуса есть место под кабели со стяжками и внутри, вдоль материнской платы, что опять-таки очень круто. Ну и помимо этого имеется вот такая вот, ставшая уже классической для данных корпусов деталь, в виде панели, скрывающей кабели блока питания. Ну и еще одной фишкой, упрощающей, собственно, сборку и монтаж кабелей, является возможность вытащить кусок задней стенки. Сделано это неспроста, а для того, чтобы было удобнее заносить вовнутрь огромные видеокарты, длиной вплоть до передней стенки корпуса, что также является, несомненно, плюсом. Ну а теперь давайте поговорим о вместимости. Одна из основных и главных фишек корпуса — это поддержка не только мини-ATX плат, но и микро-ATX, которые стоят намного дешевле. Причем речь о полноразмерных микро длиной 244 мм. А то мне тут льют воду в уши про то, что в CH160, который, напомню, от верха до пола всего 250 мм, можно запихать тоже микро ATX. Можно, друзья, но только обрубки, с никаким питанием на процессор и чаще всего даже без радиаторов на ВРМ. Ну и плюс закреплена будет материнская плата всего на 4 точки крепления из 8 возможных, ибо корпус иного просто не предполагает. Ну и нафига оно такое надо, не совсем понятно. Второй плюс корпуса — это вентиляторы. Тут у нас возможна установка одного вентилятора на 120 или 92 мм сзади, также двух вентиляторов на 120 или 140 снизу и такое же количество сверху. По радиаторам, соответственно, сверху легко входит 240 мм радиатор, причем ставится он на вот такую вот монтажную рамку, которая легко задвигается вовнутрь.
Ну и да, предвкушая ваши вопросы, сюда можно поставить толстый радиатор типа 40-мм Арктика, правда тогда нужно использовать SFX или SFXL блок питания. Если поставите обычный ATX, то его придется спускать ниже, чем обычно, в позицию P3, и тогда длинную карту вы не установите. Можно ли засунуть 280? Ну, к сожалению, нет, ибо расстояние от оперативки до края 240-мм радиатора менее 2 см. И при этом у меня модули с минимальными радиаторами, буквально в 1-2 мм, так что такой финт ушами, к сожалению, не получится. Ну и что касается накопителей, то тут на самом деле все так же лучше, чем у CH160. Один жесткий диск при помощи вот такой вот детали, идущей в комплекте, можно разместить на днище корпуса, причем он поместится там вместе с двумя вентиляторами на 120. Единственный минус, что крепится он без гашения вибрации. Если же вы оставите одну вертушку на 120 или 140, то тогда диск можно закрепить с помощью виброрезинок, которые идут также в комплекте. Что до 2,5-дюймовых дисков и SATA SSD, то один такой диск на виброгашении можно разместить спереди, и он также не будет мешать вертушкам. И еще два с помощью вот такой вот детали, идущей в комплекте, крепятся сзади в кабель-канале. Ну, правда, соответственно, уменьшая размеры этого кабель-канала. И да, друзья, я как фокусник вытаскиваю кроликов из шапки, тащу разные детали и забываю сказать, что все это оно с одного огромного комплекта аксессуаров, который идет вместе с корпусом. Из интересного тут также есть вот такая вот стойка под видеокарту. Она крепится спереди и позволяет в целом зафиксировать любую карту длиннее 220 мм. Максимальный же размер видеокарт тут по длине 363 мм. По высоте с вентиляторами влазят 3-слотовые карты где-то на 55 мм, без них 4-слотовые где-то на 80, ну максимум 85. Но что касается ширины карт и, соответственно, максимального размера устанавливаемых сюда кулеров, то это 163-164 мм, что, как по мне, для данного размера тоже очень даже неплохо. Ну и тут вы спросите, а что же собственно по блокам питания? Блок питания это тоже плюс данного корпуса, ибо тут возможно крепление больших ATX блоков, причем в разных позициях с использованием вот такой вот салазки. Салазка крепится одной стороной к кабель-каналу, второй стороной прикручивается к вот этой вот пластине спереди корпуса. Самая верхняя позиция блока питания под потолком, P1, она возможна только без радиатора. Со стандартным радиатором используется позиция P2, в ней зазор между 140 мм блоком и видеокартой составляет где-то 35 мм. Если, соответственно, карта будет с бэкплейтом, то порядка 30. Это самая оптимальная позиция, однако если блок будет на 160, то, соответственно, длинная карта под него не влезет, ибо упрется в его кабели. Тут кто-то скажет, что у CH160 ведь было так же. Нет, друзья, у CH160 это также было без установленного сверху радиатора SGO, так что его также вовсе не так же. Если же у Джонсба сместить блок еще ниже, в позицию P3, то можно будет разместить, соответственно, толстый радиатор SGO сверху. Однако до видеокарты тогда останется всего 1 см, так что видеокарта влезет только на 280 мм, ну плюс-минус 10 мм в зависимости от модели блока. Но позиция P4 нужна лишь для одной цели, чтобы разместить трубки воды не слева, а справа при установке ATX блока. В ней, кстати, часть вентилятора блока питания перекрывается передней панелью, так что это одна из самых спорных и, как по мне, бесполезных позиций. Но если вы хотите максимальной вместимости, то бишь и толстую воду, и возможность разместить ее трубками вправо, и длинную карту, и, соответственно, минимум заморочек, и все это одновременно, то ваш выбор это SFX или SFXL блок питания. Его тут можно поставить так же, как и ATX, через вот такую вот проставку в комплекте, или вот так вот сбоку. Тогда будет проще подключить проводку и скрыть ее за вот этой вот заглушкой. Ну и, конечно же, вывод кабеля питания сделан здесь нормально, назад, через удлинитель, нормальный удлинитель здорового человека, который ни во что не упирается и заканчивается нормальным отверстием сзади. Ну и да, друзья, есть в комплекте еще один аксессуар,
аксессуар, о котором я забыл упомянуть, это ручка. Тут она опциональная, хочешь ставишь, хочешь нет. Ручка очень толстая, надежная, так что тут также никаких претензий. Ну и выводы, друзья. Корпус действительно очень вместительный. По сути, он решил все проблемы изначального NR200, которые приходилось исправлять методом колхоза. Единственный его минус — это, собственно, фильтры, которые, кстати, в NR200 были такими же плохими. В остальном корпус почти идеален, поставляется, кстати, в разных цветах, есть очень крутые версии с оранжевыми вставками, однако их пока что нет в России. И на текущий момент цена его, напомню, порядка 8500 рублей. И что-то столь же маленькое, компактное, но при этом вмещающее большое железо, лучше, во всяком случае у нас в стране, вы скорее всего не найдете. Ну а если захотите сборку в этом малыше, то напишите, у меня как раз таки много накопилось нового железа, можно было бы сделать что-то с большой выгодой для вас и огромной радостью от процесса сборки для меня. Ну а с вами как всегда был Белыч, если видео было для вас полезно, информативно и объективно, то жмите лайк, подписку и колокол, всем еще раз удачи и до новых встреч.